Михаил Алексеевич включил турецкий сериал, подсел на него. Почему он так тихо? А это какая серия? Вторая. А это не знаю тогда. Дети сели обедать. У них на обед опять ленивые голубцы с гречкой, с капустой. Алексей, что стоя кушаешь? Сядь. Больше влезет. Гречку с молоком ест. Приятного аппетита, Афия Толсун. Пришли мои мужчинки. Показывай, Олег. Пустые, правда, дали. Засомневались, как заполнить, наверное. Как вас зовут, не знают. Нет, Не знать знаю. знают. По идее, пиши, переписывай с этого. Нет, так они почему-то написали Мишу, а не Миша. Ну, в общем, дали им сертификаты, пояса тоже они получили. Ребята, молодцы. Поздравляю. Умки такие. Следующий будет будет красно-синий, после него красный, после красного красно-черный, а после красного черного черный. Понятно. Первый дан будет. Потом по таким же экзаменам надо заработать второй, третий или четвертый дан. Дома холодно, смотрите, сильно не раздевайтесь. Так, Алексей тут яйца нам купил по акции, да? Зеленушечка. Хороший пучок, но такой, не сильно маленький. Двушку, да? Сейчас, Ну, зима, однако. Тем не менее, двушка 12 рублей. Ну, там бывает, видно, и по полтора, и по однушке, но такие, более худощавые. Хлеб Алексей купил. Так. Яйца по акции, молочко тоже по акции, да? Да, да. Нашел арахисовую пасту. Я вспомнил, что арахисовую пасту Вспомнил. нас не купили. Понятно. Что-то еще купил. Курочка и свеклочка. Да. Рецептик будем снимать. Какую информацию я так понимаю. Всем доброе утро. Добрый день, вернее. У нас холодрыжка, мы закупорились. Хотела пояснить нашим зрителям, Олег, что у вас тут ложки? Уберите. Ребята сейчас наши, очень многие зрители пишут, почему ребенка спихнули на Олега. Он не делает с Мишей уроки. Ребята сейчас наши на каникулах, и они вместе изучают турецкий язык по одной программе. Поэтому идут одновременно по одной программе, поэтому друг друга ждут, друг другу помогают. Олег Мише объясняет новые темы. Вот, это не уроки, а у них изучение турецкого языка в каникулярные дни. Вот. Сейчас у детей каникулы до 7 февраля. Сейчас они пишут новые слова. Вот и Миша пишет. Я уже записала. Уже новую тему он записал, Олег. Тебе опять ничего не сказал. Миша старается вперед батьки. Все равно батьку будет ждать, но он старается. Таким образом он тянет время. Вот, потому что Миша уже написал новую тему, а Олег только сейчас вот пишет новую тему. Олег, а что ты без лампы сидишь? И, соответственно, Миша теперь вот балду пинает, сидит, якобы его ждет. То есть, если бы Миша не задерживал бы, я думаю, они бы уже значительно дальше бы прошли по программе. Но Миша постоянно балуется, задерживает, вот, постоянно втыкушки получает от родителей. Просто мы же не будем снимать эти втыкушки, правильно? А втыкушки он получает огогенные. Вот. Ему вот хочется балду поминать. Но, тем не менее, они уже много знают, да, по-турецки? Ну да. Слова учат. В словаре тоже уже много слов. И по программе уже много чего прошли, да? Ну, по крайней мере, движемся вперед. Что еще хочется сказать? Пока трудно, скажу честно. Трудно? Ну, потому что, Нереально. во-первых, турецкий язык это тюркская группа языков, да? Угу. Что для нас считается открытием, потому что до этого я какие языки изучал? Английский и французский, который я фактически не изучал, но все равно какие-то уроки были. И английский и французский это романская группа языков. То есть новая группа языков. Ну, мне кажется, меньше всего должен жаловаться Олег, потому что, обладая феноменальной памятью, вот Миша, например, долго слова учит, долго не может запомнить одни и те же слова.
а Олег запоминает их с первого раза. Вот, Олег обладает феноменальной памятью с самого рождения. И, Вырубаем. собственно, это и способствует легкому изучению языков. Несмотря на то, что, да, это незнакомый для тебя тюркский язык, но он считается одним из самых легких. Поэтому я думаю, что ты справишься, обладая еще и такими способностями. Тебе это легко дастся, я в этом уверена. У тебя уже огромный словарный запас, а в каждом языке грамматика, безусловно, тоже важна, но... Немаловажная часть также очень словарный запас. Вот просто очень-очень немаловажная часть. Потому что даже если ты скажешь по-русски «я хотеть пить», тебя поймут. Понимаешь? Да, да. Вот. Точно так же и в любом другом языке. Даже если ты скажешь набор слов, ты не сможешь как-то вот что-то детально объяснить, но какие-то банальные фразы ты сможешь сказать набором слов. Но Да-да. ты в любом случае плюсом к тому, что учишь слова, плюсом учишь грамматику, поэтому у тебя не будет набора слов. Все получится, я уверена, все будет хорошо. А малой, смотрите, Майнкрафт включает. Сейчас мы у него мышку отберем. Вот, и мышкой будет командовать Олег. Сидит тут такой деловой весь. Он втыкушек получает, вы просто себе не представляете, сколько. Вот. Да, вот такой вот ленивый, весь такой вот, притворяющийся, что ему не 9 лет, а 3, в 3 раза меньше ему. Вот так вот злится, на всю семью сидит. Вот, но тем не менее тоже учит, тоже молодец. Иногда, знаете, грамматические какие-то, они новую тему пройдут. Миша, ты порвешь так одеяло, пожалуйста, убери его из-под колес. Встань и сделай нормально все. Тему новую они проходят, грамматическую, потом начинаются упражнения. Порой бывает, что Миша даже исправляет Олега, да, Миш? Вот такой вечный недовольный. Ну, что с ним сделать? Да? Дети продолжают заниматься турецким языком, умнички. Алексей Афетолсон. Это последнее будет это задание. Вкусно? которое По-турецки, которое будет Вкусно? письменно, а все остальные будут устные, мы можем пойти наверх кататься и будем вот эти вот устные делать. Почему? Вот сзади дай папе этот сельдерей, пусть тоже кушает. Будешь? Дымламу кушает Алексей. Чё мукбанк не снимаешь? Слишком голодный. Время уже 4:30. Обалдеть. Ну что? Уже время 4:30. И? Вечер. И? Как быстро время пролетело. О, у тебя тоже 6 Стало скрипит? время для вечера. Доброго всем утра. Мы тут завтракаем. У нас тут на завтрак хлеб, сливочное масло. Миша пьет чай с молоком, брынзочка. У папы варенька и другое масло. Оливки были. Оливковое масло. Оливки были. Вот такой вот у нас сегодня столик. Нам приятного аппетита, и всем, кто с нами ест, тоже приятного аппетита. А всем остальным хорошего дня, отличного настроения. Снимай людей. Хорошего дня всем. Всем хорошего дня. Хорошего дня и позитива. Утром солнышко, возможно, что будет тепло. Да, зрители говорят, деградируем. Да, надо что-то делать, домой возвращаться. Да? Домой хочешь? Ты хочешь домой? Мне здесь отлично. И здесь отлично. В общем, никто не хочет домой. А что здесь, с утра до ночи турецкий учить вам это хорошо, да? Нравится? Тогда домой поедем. Всем привет, друзья. Откройте занавеску. Что там, солнышко? Солнце, да. На улице солнышко. Надо вставать. О, откройте балкон. Сейчас это самое. Греться надо.
Миша, аккуратней, пожалуйста, смотри, там уже оторвалось. Разойдитесь там. Олег, подойди. Аккуратно сделайте. Посмотри, там уже оторвалась сверху гирлянда. Кто оторвался? Пускай Олег уберет занавеску. Убирай занавеску, выключай. Да, Олег, опускай занавески, чтобы техника была не на солнце. Все, достаточно, не надо ниже. Окей. Все, молодцы, открывай. Эту. Не. Она и так сломанная, Олег. Ну задвинь, пожалуйста, ее на место. Вот так? Того. Да, опусти, вот. Олег, она и так еле дышит, уже сломанная, ты ее еще туда пихаешь. Ну что, тепло на балконе? Да? У себя откройте тоже. У себя тоже открывайте, давайте. Пока солнышко, это у нас когда солнышко выходит, это у нас отопление такое. Бесплатное отопление. Ключевое здесь бесплатное, да. Вот, Алексей закутался. Ноги не мерзнут сегодня? Поздоровайся со зрителями. Здравствуйте. Алексей, ой, весь в работе. А я только проснулась. Сейчас картошечку пожарю. Пожарю картошечку и будем с тобой мукбанг снимать. Почему будем делать? А вы заниматься будете? Сама учиться? В том числе, да. Кто на мордочку ручку нарисовал себе? Ручка нарисовалась сама, проснулась и нарисовалась. Ладно, занимайтесь, все. Терпение с ним заниматься. Я думала, шариком. Ладно, все. Хорош уже! Подурачились чуть-чуть и хватит. Все, достаточно. Люди говорят, что у тебя психическое расстройство. Люди, вы чё, блин, ребенку 9 лет подурачиться нельзя? Дебилы. Простите. Тест, так сказать, проверка психологического, так сказать, прошла. Спасибо, всех выявили, вы можете выходить. Да, кто-то там нам так писал, что у тебя психическое расстройство. А что смешного? Ну, ты себя так ведешь, я тебя снимаю, и кто-то из зрителей написал, что вы, ребят, деградируете, пожалуйста, одумайтесь, говорит, у вашего ребенка уже психическое расстройство. Да? Нет? Ты адекватный? А? Ладно, иди адекватный, занимайся. Спина видна, Миша, заправься. Ну что, у нас наконец-таки снова превосходнейшая погода. Переливающееся морешко, солнышко. Класс. Тепло-тепло на балконе. 31 градус показывает. 31 градус, но на солнце не сомневаюсь. Я уже на большом огне жарю картошку, чтобы она у меня там корочкой покрылась. А здесь я уже настругала морковку. И еще сейчас 10 яиц забью. Мы очень любим, наша семья очень любит картошку именно с яйцами. Олег клубнику себе достал. Вот. Что вам еще сказать? Дети занимаются. Я вытащила овощи для очередного нового рецепта. Алексей работает. До того запарился, что аж одеяло в сторону убрал. Вот. Хотя утром гоняли обогреватель. Обогревались. Ща. Что еще вам сказать? Пойдемте на тот балкон. Миша, постель заправь, пожалуйста, свою. Вау, посмотрите, какая красота. Супер. Я тут пару дней вообще не снимала. Алексеевские влоги выкладывала на канал. Пребывала в очень таком плохом настроении. Ничего не хотела сделать. В общем, солнышко выходит, сразу настроение появляется. Солнышка нет, холодрыга, ничего не хочется делать. Миша, неправильно заправляешь постель. Давай мама будет учить тебя. Покажи зрителям, что ты сделал. Покажи. Машину! Покажи. Это руль.
Это дворники. Дворники, подметать будете. Что говорит Олег, спрашивает, что будешь кушать на ужин? Он говорит, яйца, картошку с яйцами. Я говорю, нет, давай домламу, потому что хоть раз в день, чтобы там курочка хотя бы была, ну, белок, да? Ну, в яйцах тоже есть белок, но курица это другого происхождения, да, белок? Да. Ну, короче, смысл ты понял, да? Ну, это они близкие родственники. Ну да. А он, короче, говорит, что я это самое, говорит, перехожу на это самое, говорит, как их там, которые траву жрут, говорит. Я говорю, коровы? Так что он у нас переходит на режим корова. На режим корова. Я вернулась. Алексей нам принес вкусняшки. Бисквит зачем-то взял. Зачем? Для детей? Сливки. Сливки. Молоко по акции докупил. А что так мало молока? Ой, папа, сейчас мама. А, и картошечку. Сколько картошка стоит? 4,25 за килограмм. Черри, а ты не сказал, не знаешь, да, сколько стоит? Один чек. Доматес 9,39. Короче, вот этот. Сколько здесь объем? А, по развесу? На развес? Это где, не в Мигросе, что ли? 14,90 за килограмм. И вот это 630 грамм получилось на 9,39. Если грубо округлять, это около 60 рублей, короче. Чуть меньше, чем 60 рублей, стоит 630 грамм вот таких вот классных, супер свежайших красненьких черри. Эти яйца 34,90. Второй раз мы уже покупаем. Это асыныв класса А. Эмочка. А что это тут? Раздавилась черри, прикинь, течет. Это ты набирал или так было? Там было. Я выбирал хорошую дозу. Ну, визуально они хорошие. Я на крышу машины ставил, может это просто мокрая от крыши. Нет, она продавилась. Видно, что прям продавилась одна помидорка. И она, собственно, и потекла, потому что остальные все хорошенькие прям. Там дождь идет. Вот. Короче, вот такие черри. Одну Алексей раздавил во время, пока вез. И размер этих яичек эмочка, ортобой. Нормально. Мы уже второй раз берем. Нормально, мне понравились. В общем, вот такие покупки Алексей совершил, незначительные мне на рецептик. А дети собираются ужинать. Такие у нас дела. Это руль, Это руль. к которому прицепляются вот эти вот штуки. Здесь я рисовал лампочка. Так, Здесь поворотник правильно. так. Это, дворники. Эти дворники. Чистая. Она Это будет... должна быть здесь. Она здесь. Здесь то же самое. И вот так вот нажимаем. Я не знаю. Не сломалась. Так, где дворники ты показывал? У тебя дворники какие-то есть еще здесь. Я здесь практически не вижу. Так, дворники. Кино. Вот дворники, отлично. Все, руль показал. Что еще здесь вот лежит все на кровати? Так, у меня еще есть масло мерить. Масло, это щуп мерить масло, так. Вот. Так вот засовываем. Так, Встаем. Нормально, норма. нормально, отлично. Все, хорошо. Дальше это рычаг. Я еще делал до этого эту. Вот, коробка передач я ее делал. Ага, ага. И вот этим рычагом я буду по этой вот коробке передач проходить. Окей, все понял. Так, отлично. Дальше у меня еще есть штука-то где? Штука, ты где штука? Вот, это этот ручник. Ага. Понятно, окей. Так, вот это газ-тормоз. Газ-тормоз. Ага, большие педальки. Миша? А ты этот счет сказал, сам набирал? Нет, там набрано было. Вот так вот. Я понял. Ставишь ножки, газ-тормоз. У тебя коробка какая? Механика, автомат? Но они все равно чуть на Автомат? развес, да? Да, да, да. Вот. Нажимаем. Я больше забыл сделать. Сейчас, секунду. Давай-ка.
холодильник, да маму сказала. Так, секунду. Эта кнопочка, что там у тебя? Старт-стоп. Ага, отлично. Нажимаем на тормоз. Угу, Эта вот штука вот здесь должна быть. угу, Нажимаем старт. отлично. Машина завелась. Так. Так, берем в руки руль. А коробку передач, так, ага. Сейчас. Где? Где подставочка? А, кстати, я забыл показать. Это спидометр. Кто тут спидометр есть? Это топливо. М, Это поворотники. Отлично, отлично. Все отлично. Так. Ну ты давай трогайся, я тебя жду уже, я тебя снимаю же. Так, ручник снимает ручник, или ты с коробку первого включаешь? Сначала коробку. Давай коробку. Коробочка. Ты будешь? Коробочка. Рулик. Рулик. Эти штуки потом. Одну. Так, давай-ка. На. Положение какое ты? Я пока что на парковке. Миша, сколько черри? 2. Вот так вот. Переходим на R. Задний ход. Ручник. Все, поехали? А, хорошо. Понял. Поехали. Нажимаем на газ. Ногу в тормоз надо убрать. А? Ногу с тормоза надо убрать. Все, давай. Нажимаем на газ и едем налево. Смотри, там аккуратно с балкона не выпадет только. Все, тормоз. Переключай коробку передач. Где тебе найти? А, вот. Т3. Ага. Поехали! Олег, вот это в мусор выкинь аккуратно. Все, Миша поехал у нас. Открываем ворота. Спидометр и поехал. Все, молодец, Миша, молодец. Помчался.